Приветствую всех, друзья! Сегодня поговорим про уникальный станок австрийской компании Krause под названием UM1, UM2 и UM3. Это универсальный станок, который смог объединить в себе 4 полноценных станка. И хоть позиционировался как станок для использования в помещениях с ограниченным пространством, таких как корабли, большие подводные лодки, железнодорожные вагоны и в кузове грузовиков, станок получил большую популярность в свое время и среди небольших компаний, занимающихся изготовлением деталей для механических бытовых устройств и не только. Первая, самая ранняя модель UM1 представляла собой довольно массивный агрегат, собранный из литых чугунных деталей. Весь станок условно можно разделить на две рабочие полноценные зоны, одна из которых находится на передней поверхности и составляет правую половину станка. Это токарный станок, вполне обычный для тех времен конструкции. У станка, как и полагалось, имелся довольно массивный суппорт с поперечной и малой продольной подачей. Однако, чтобы еще раз напомнить оператору, что он работает на универсальном станке, на верхней поверхности продольной подачи находилось еще два Т-паза. А вот что на них крепилось, оставалось только догадаться. Конечно же, имелся и ходовой винт для нарезания резьб, гитара которого была расположена на левой стороне станка, где кроме передней бабки размещались еще, можно сказать, 3 станка. Как вы уже успели заметить, о безопасности в те времена мало кто задумывался, ведь потянувшись за рычагом слева, токарь мог быть с легкостью намотан на шестеренки гитары. И эта желтая псевдозащита в виде жестяной полоски, которая в процессе использования станка часто отлетала, придавала условное ощущение своей безопасности. Правая часть станины станка опиралась на очень типичную для конца 19-го, начала 20 века ножки. В этом же конце располагалась добротно выполненная задняя бабка. Вторая рабочая зона станка, собственно левая его часть, представляла собой нагромождение, состоящее из узлов 3 станков. И хоть и разобраться во всем этом несведущему оператору было не так просто и требовались определенные навыки, профессиональный фрезеровщик с легкостью мог понять все узлы управления. Ведь, как говорил ранее, именно отсутствие понятия безопасности и открытые шестеренки, как, например, коническая, передающая вращение на шпиндель сверлильного, подскажут наверняка, какой рычаг за что отвечает. Собственно, здесь, в левой части станка, мы можем заметить узлы таких станков, как сверлильный, горизонтальный фрезерный и, как ни странно, строгальный. Добротный стол с 3 Т-пазами имел механизм автоматической подачи с реверсом и телескопическим открытым валом на шарнирах. Использовался стол не только для сверления и фрезеровки, но и для строгания. На передней поверхности сверлильной части можно заметить крестовидный рычаг управления вылетом шпинделя, что говорит о том, что данный узел использовался не только для сверления, но и для расточки, а возможно и вертикальной фрезеровки. Для выведения и зацепления данного рычага и последующее выполнение сверлильных работ чуть выше находился фиксирующий рычаг. У первой модели станка крутящий момент передавался от электродвигателя через систему шкивов для плоского ремня, которая находилась на задней части станка, и, конечно же, все было открыто, как в лучших традициях того времени.
последующих моделях, таких как УМ2 и УМ3, были учтены все недостатки. И кроме того, что были закрыты все шестеренки и привода, сверлильный узел сместился на переднюю поверхность станка. Теперь последний составляет единое целое с корпусом передней бабки. Также у сверлилки появился свой узел управления и собственный стол. С этого момента на станке могли работать уже 3 человека. На этом у меня все, ну а вас я попрошу написать в комментариях, что вы думаете об этом станке. Спасибо всем за внимание, всем пока.